Здравствуйте. Сегодня снова рассматриваю партии из турнира Баймер. То есть, как я уже говорил, турнир, который проводился в одном из районов Амстердама до 2008 года, как я вот посмотрел по базам. И очень сильные составы, как я уже говорил, собирал. И вот сегодня партия экс-чемпиона мира Александра Шварцмана с Роном Хилсденсом. Тоже очень такая напряженная. 2008 год, кстати, Александр Шварцман в 2008 году выиграл этот турнир. Очень такая напряженная партия. Спасибо, кстати, сайту турной базы. Кое-что я подсмотрел с идеей, ну, кое-что мое здесь. Давайте смотреть. Вот одна из ключевых позиций. Ну вот до этого момента, кстати, не буду даже комментировать. Потом покажу сначала, не буду даже комментировать. Но здесь вот интересно очень. События развивались дальше. Партия очень комбинационная, поэтому стоит посмотреть ее. Здесь вот 26-21, видите, удар вроде бы есть, но он не проходит. Почему? Потому что здесь 18-22 и 20-24. Ну и плохая позиция, естественно, у белых. Хотя шашек по 9. Минус 7 темпов у белых. Давайте сначала смотреть, и там очень много комбинационных идей будет далее. То есть полезно посмотреть, я считаю, будет эту партию. Ну, вот партия с особой болтовой, как я называю. 41-37, 19-23, 37-14. Вот эти вот варианты играют. 7-12, 1-6. Но достаточно всегда, как я уже говорил, напряженная игра вот при особой болтовой. То есть там можно получить позицию 4 на 4, проиграть или выиграть. То есть смотря кто играет и как играет. То есть и многие известные, допустим, даже спортсмены проигрывали вот в этих позициях. Но очень сложная позиция с особой болтовой. Здесь 35-30 пошли. Ну вот, как я уже говорил, 26-21 вот этот вот удар проигрывает, я думаю. Хотя позиция, конечно, скажется не проиграна, но возможно, что сложная какая-то ничья будет. Ну, не знаю, здесь, конечно, играть без 7 темпов. Ну, давайте считать, что очень плохая позиция. Так, проигрывает я так, давайте не буду так категоричен, но я думаю, что все-таки черный бы выиграл. Хотя, ну, возможно, что Шварцман тяжело было бы выиграть, но вот, если вот Шварцман выиграл белым, ну, не знаю. Такие мои предположения. То есть 35-30, вот очень хороший ход, и как ходить черным, то есть 20-25 как раз-то вот здесь нельзя из-за удара, который мы рассматривали. И теперь получается ловли нету. Ловли дамки нету, но здесь, конечно, какие-то ходы есть. Вот здесь было 17-22, есть и другие, но на ходы. То есть, если 20-24, ну вот этот ход наверняка неудачный. Да, здесь есть простая комбинация. Я хотел показать идею, но, наверное, со сложной комбинацией чуть не выходит. Да, есть простая, надо проводить простую. Хотел через дамки там провести, не проходит, то есть здесь-то просто видно, но там более такая, да, ну вот не хватает шашки, к сожалению. А если бы хватало, тоже получается, что, наверное, там бы простые комбинации были, поэтому эффект, ну, наверное, от того, что я показал, был бы минимальный, конечно. Так, давайте так, смотреть, так, 20-24 проигрывает, ну вот ход есть 7-12. Тоже надо было на Хилсденсу смотреть. Наверное, 30-25 фиксировал вот эту вот группировку, наиболее логично. Ну и вот сложная здесь позиция, конечно, 3-8, то есть повладели все шашки, получается. Вот эту позицию, конечно, можно было играть, и она очень интересная была бы. То есть здесь, видите, сколько слабостей у черных, но здесь у белых своих слабостей тоже не хватает. Потому что 46-ю сейчас не вывели, будут проблемы определенные. Будут меняться на 21 и фиксировать какую-то группировку, но я думаю, что очень интересная бы игра была. Давайте я здесь даже оценки не буду давать как-то. Игра бы очень интересная была, естественно. Ну вот здесь вот 17-22 и здесь
пошли ТЦ-28. Вот тут это очень интересный ход. Почему он интересный? Потому что вот реально здесь мало шашек, то есть если бы как-то по-другому. И там, давайте позже там остановлюсь на той позиции, что я хотел тут сказать. Ну вот другие ходы не знаю. Здесь, конечно, допустим, 43-38, наверное, уже, давайте на 43-38, что-то, может уже и 20-25 даже есть ход. То есть уже передвижение не так просто передвигаться белым. То есть, с одной стороны, если на 25, то какие-то размены есть. То есть 22-28, потом на 18, то есть выдвинуть шашки. Так что вот этот ход, я думаю, кстати, может даже и самый лучший со стороны Александра Шварцмана. Тем более, вот что я хотел сказать, что здесь все-таки очень много комбинационных идей. Давайте посмотрим. 20-24. То есть, конечно, варианты 30-25, 7-12, но есть вот вариант, конечно, с комбинацией. Здесь почему я сразу говорю, что комбинацию надо вот здесь вот думать между вот этим вариантом и именно комбинацией, потому что здесь получается без двух шашек, по-моему. Так, да, без двух шашек. То есть такая позиция, но с другой стороны, здесь сразу дамка не ловится, то есть я 1-6 и так далее, наверное, буду выводить. То есть спрятать даже, может я и спрятать успею. Да, сразу здесь не походишь, ну где-то может на 39, потом может на 43, потом еще спрячу, потому что у меня была мысль какая-то здесь 1-6, потом, допустим, сюда и спрятать, но, наверное, выстроится тогда 23-18, и будут вот этими, отсюда петля будет и отсюда петля. То есть здесь определенные проблемы, конечно, будут, но вот без двух шашек есть, в принципе, эта комбинация. Я бы в партии, наверное, провел, если честно говоря. То есть 20-20, если здесь 20-25, то интересный очень ход 43-39, и тоже вот здесь вот масса ударов. Так, здесь вот тоже вот эта вот тактика есть. И есть там еще интересные ходы, но вот здесь такая вот тактика, тоже без, получается, без двух шашек, но тоже достаточно интересная позиция. Сразу словить не могут черные, а далее, то есть переведу я шашку там, наверное, дамку точнее сказать, 1-6 и так далее, что-нибудь там подобное будет. То есть тоже перспективная, я думаю, позиция за белых. Ну, вроде бы, да, ничего нету тут. Такие вот позиции, то есть такие вот интересные решения. 43-38. Здесь тоже может, ну, нет, но здесь нету. 43-39 здесь, наверное, нету. То есть идеи, у меня такие же идеи получались. Если сюда, то может даже сюда там какие-то удары. Вот. Так, давайте я, может, покажу, как тут ходить, я не знаю. То есть идеи какие-то. Но плохо вот, что 46 нет. Я бы вам показал тут такую мини-комбинацию. Если бы здесь вот 46 была, 3-8, допустим, ну вот сюда. Единственное, что вот это, ну сюда бой, сюда там очень плохая позиция, так бы было вот этот ход и на 27 именно с перебьем. Ну потом я вам покажу один момент, там будет с этой комбинацией, то есть позиция похожая будет. Так, 3-8. Так, дальше, что тут? 30-25. Да, 30-25. Ну и давайте здесь смотреть опять удары. Здесь 20-24 уже вынужденный ход. 16-21, если ходить, то будет вот эта вот тактика 37 и 38. Если 12-17, то совсем простая тактика будет. Вот это вот 37-31 и так далее будет. То есть 20-24 вынуждены, 44-39. И вот уже давайте опять будем что-нибудь смотреть. 16 опять. Ну 12-17 уже не буду показывать. А 16. Опять вот этот вот удар, но можно его даже еще получше сделать. В лучшем каком-то варианте. Вот в таком.
так, наверное. Да, здесь приклеек вроде бы нету, но такой вариант. Но тут такой момент, что можно различные удары проводить, поэтому даже если я здесь где-то ошибся, ну, значит, надо посчитать, другой можно провести. Тут ударов много. Далее, вот 24-29 тоже интересно. 46-41, сейчас вот я вам покажу идею. То есть 16-21 здесь не поменяйся, потому что будет вот такой удар постоянно висеть. Это один момент. И второй момент 15-20, тогда вот строимся 49-43, и вот уже удар вот этот вот висит. 32-27, ну давайте я, например, 20-24 покажу, 32-27, и вот этот вот удар будет. Так, что еще хочу показать? Ну здесь 16-21 я показал вот этот удар, 37-31, 25-20. То есть 24 на 30 тоже практически единственный ход. 48-43 ходит. И 15-20. То есть опять вот 16-21 нельзя из-за этой тактики. То есть 15-20, 38, 49. Ну здесь вот давайте смотреть. Как, если 20-24, то есть вот эта вот тактика. 47, 37 и вот эта вот тактика. То есть, видите, аналогичнее то, что я вам говорил, покажу. Тут уже вот раза 3, моему встречалась эта тактика, то, что было. То есть, лучше заранее это все видеть. 16-21. Конечно, можно было нам дать размен 2 на 2, возможно. Тут, конечно, позиция у обоих сторон, я бы сказал, не без слабостей. То есть, я думаю, что можно было дать, как-то разрядить обстановку, но Рон Хелзенс, он такой творческий товарищ, любит посчитать много, любит сыграть интересные позиции, почему он, кстати, попадает на мой канал здесь постоянно, то есть, я имею в виду партии, до этого 43-38, но здесь уже пассивная позиция. 34-30, вот 34-30, хорошее решение очень получается. Как по-другому, вот может он рассчитывал на эту позицию, но вот 34-30, может даже неожиданный ход для него был, я честно скажу. То есть здесь на 18-23 есть такая вот тактика полумесяц. А на 21-26 просто вот 18-23, ну грозят вот эти вот удары, естественно. И 18-23 просто 28-22, то есть ходить непонятно как здесь. Что делать за черных, то есть если так, можно ударить вот так. То есть ничего не мудрствуя, просто ударил. Тут есть другие варианты. Так. Вот еще 28-22. Ну, 28-22 он, может, кто-то не видит, но вот в расчете именно. А так он, конечно, ход сразу видится. Проблем нету. Но на 23 я здесь разменяюсь просто. То есть потом прорвусь дамки. Так, ну вот такая вот позиция. 12-17. Ну и здесь вот, наверное, даже попроще было выиграно у белых. 28-22. И 32-28. Выходить реально некуда черным. Потому что 21-26. И вот идея такая. С лишней шашкой. И если 24-29, то 38-33 опять вот этот удар. То есть можно отдать одну, побить. Ну, на 17-21 можно отдать вот так вот. То есть давайте посмотрим, что там было по ходу партии. Ну вот я не знаю, здесь ничья где-то есть, нету, скорее всего ее, конечно, тоже нету, я думаю. То есть здесь, почему я говорю, скорее всего нету, потому что все-таки без двух шашек, вот если с компьютером смотреть, может что-то и есть, какое-то лучшее продолжение, но, конечно, вот здесь позиция совсем плохая. То есть вот таким образом закончилась партия. Ну что я вам хочу сказать, очень интересная, кстати, комбинационная партия получилась. Напоминаю, Александр Шварцман играл с Роном Хелзенсом, Баймер турнир. Это 2008 год. До новых встреч!